Идея сходить в одиночный поход или на одиночный сплав сидела в моей голове уже не один год, но обычно мы путешествуем с моей женой Викой вдвоем. Однако в середине мая этого года Вика с мамой уехали в Санкт-Петербург, у них тоже была давняя мечта побывать там вдвоем. Ну и я, чтобы не сидеть неделю в городе, решил воплотить свою идею в реальность и отправиться на весенний сплав. Тем более, что большая вода в этом году задержалась на Среднем Урале почти на месяц. Правда, вместе с ней задержались и заморозки по ночам, и частые затяжные дожди днем. Это меня немного тревожило. Чтобы путешествие получилось максимально уединенным, для сплава я выбрал малопосещаемые туристами и слабо заселенные верховья реки Сылва на западе Свердловской области. 12 мая, так и не дождавшись теплой погоды, я отправился на электричку. Прогноз на сегодняшний день неутешительный, высокая вероятность дождя. В Екатеринбурге на момент выезда ярко светило солнце, но чем ближе поезд приближался к начальной точке моего маршрута, тем становилось пасмурнее, а вскоре начал моросить и дождь. Электричка от Екатеринбурга до поселка Шаля идет почти 3 часа. От станции до плотины Нижнего Сылвинского пруда в селе Сылва, где я собираюсь вставать на воду, проще всего доехать на такси, тем более с таким большим и увесистым рюкзаком, какой получился у меня. Кстати, в самом селе есть несколько интересных достопримечательностей: старинный храм, здание старинного завода и обелиск жертвам гражданской войны. Но погода сегодня крайне не располагает к прогулке по селу, поэтому я решил оставить их просмотр на другой раз. Из такси я вышел на левом берегу реки. Уровень воды очень высокий, водосброс ревет, заглушая своим шумом все вокруг. На противоположном правом берегу приметил беседку и, вдоволь насмотревшись на бушующую воду, перешел туда. Время приближается к часу дня. Чтобы не замерзнуть, надеваю на себя всю теплую одежду, какая у меня есть, и принимаюсь за приготовление обеда. Все то недолгое время, что я уже провел на реке, дует пронизывающий холодный ветер, идет дождь. По прогнозу он вроде как должен закончиться после 4 часов дня, но я уже порядком замерз, даже не хочется собирать снаряжение и вставать на воду. Тем не менее, пересилив себя, приступаю к сборке. Обед греет изнутри, поработав несколько минут насосом, согрелся и снаружи, можно вставать на воду. Рюкзак тщательно привязываю к покрафту. Гермомешок в этот раз решил не брать, пешком ходить с ним неудобно. Чтобы рюкзак не промок, сверху надеваю на него брызгозащитную накидку. Надеюсь, поможет. Убедившись, что ничего не забыл, отчаливаю. От мысли, что следующие несколько дней я проведу один в лесу на быстрой весенней реке, по коже пробежали мурашки. Неудивительно, такое путешествие у меня впервые. Течение хорошее, но ветер встречный очень сильный, поэтому если не грести, скорости практически никакой нету. Несмотря на сильный ветер, на воде я не мерзну. Видимо, сказывается работа веслом. Через несколько минут дождь вроде бы перестал идти. Думаю о том, что и погоде неплохо бы поменяться. Окружающая серость сильно угнетает. Небольшой завал, наполовину русла почти что дерево упало. Надо аккуратненько обойти. В своих верховьях Сылва река довольно узкая и часто петляющая. Идя сюда, я думал, что завалов на ней будет много. Ведь одно высокое дерево может упасть и перегородить русло полностью, а в высокую воду еще и собрать на себя ветки и деревья помельче. Однако за весь сплав мне встретилось всего 2 завала в предсказуемых местах. Их, конечно же, пришлось обносить, но об этом я расскажу в свое время. А пока идут первые часы моего привыкания к реке. Здесь надо следить за водоворотами и прижимами, чтобы не перевернуться, ведь вся сменная одежда уже на мне. Высокий берег симпатичный. Здесь стоянка. Мне бы такая попалась сегодня на ночлег. Вот бы классно было. Сосна нависает над водой как.
Как это обычно бывает, только я начал радоваться тому, что не мерзну, и особенно тому, что закончился дождь, как небо решило поиздеваться надо мной. Какая черная туча висит, то ли на меня и придет сейчас, то ли уйдет куда. Только вроде бы дождь прекратился, а тут на тебе. Место красивое, проплываю. Тоже высокий берег. Сосны. Летняк. Чтобы окончательно испытать мою стойкость, менее чем через час после того, как я вышел на маршрут, природа послала мне снег с дождем. Руки начали сильно мерзнуть. Ожидая, что такая погода может сопровождать меня весь сплав, я взял с собой перчатки из неопрена. В этот раз они меня сильно выручили. В 3 часа дня на небе появились первые голубые просветы и надежда на то, что прогноз погоды в этот раз сбудется. Еще один высокий берег. И опять с соснами наверху. В принципе, мне здесь нравится. Неплохо, так уютно. Хоть еще зелени нету, как я люблю. И достаточно холодно. Но все равно интересно. Какой-то перекат как будто. С волной небольшой. Хорошо. Еще на стадии сборов, изучая свой предстоящий маршрут, я прочел описание реки, и мне запомнились слова о том, что этот участок Сылвы не популярен у туристов из-за отсутствия на нем скал, как, например, на Чусовой или других уральских реках. Но уже во время сплава я понял, что скалы на Сылве есть. Они, конечно, отличаются тем, что сильно разрушены, невысокие и часто поглощены лесом, но все же впечатляют. Вообще я ожидал, что берега будут скучные и однообразные, но оказавшись здесь, понял, что сильно ошибался. Кстати говоря, на Сылве я уже не первый раз. 3 года назад мы с Викой и моим другом Игорем сплавлялись по ней, но проходили тогда другой участок. Начинали сплав мы в поселке Шамары, где в этот раз я буду заканчивать свой маршрут, а прошли тогда около 250 километров до города Кунгур. В этот раз я пройду 187 километров. Пару слов о реке. Ее название происходит от 2 коми-пермяцких слов «сыл» – «талый» и «ва» – «вода» и переводится соответственно как «талая вода». Берет свое начало она примерно в 15 километрах от поселка Староуткинск, что стоит на реке Чусовой. Из Свердловской области Сылва попадает в Пермский край, а впадает она в Чусовской залив Камского водохранилища. До его создания Сылва была самым крупным притоком Чусовой. Во время отдыха на берегу я снова начал мерзнуть, поэтому, немного размявшись, решил продолжать свой путь. Сейчас прохожу совсем небольшую деревню Шигаево. После нее долгие километры ни одного населенного пункта мне не встретится. Этот факт меня тоже порядком волнует, поскольку ранняя весна – это пора пробуждения медведей, а голод после зимней спячки может вынуждать их на различные поступки, вплоть до нападения на человека. Стараюсь гнать от себя мрачные мысли и надеюсь на удачу. Скала в берегу торчит. И в воде прям камни разбросаны. На окраине деревни встретились домики маленькой базы отдыха. Проплыв этот последний островок цивилизации, полностью погружаясь в мир дикой природы. Вокруг меня щебечут сотни птиц, слышны всплески ныряющих в реку бобров, коих здесь водится огромное количество. Глинистый обрывистый берег. Видимо, его подмывает постоянно каждый год. А уровень воды еще упал, еще выше был, оказывается. Как елка накренилась. Вот-вот упадет как будто.
В этот день был случай, когда я услышал громкий всплеск неподалеку. Подумал, что это нырнул очередной бобр, но, оглянувшись, увидел, что с берега в воду падают обломки трухлявого дерева. После этого такие наклонившиеся деревья на всякий случай проплываю с осторожностью. Ближе к 5 часам вечера на небе произошли заметные изменения. На смену серым тучам пришли густые белые облака, стало гораздо светлее. Порывы ветра ослабели и беспокоят реже. Когда наступает затишье, на солнце даже становится немного жарко. В какой-то момент замечаю движение на берегу. Что, огромные птицы какие-то, цапли, что ли? То ли цапли, то ли еще кто. Нет, как будто другие какие-то. Еще одна. Может, журавли? Эти птицы журавлями и оказались. Ну а я, раз уж почти причалил, решил выйти размяться на этой лужайке. Опа, блин. Чуть не упал. Фу. Да, все берега сейчас основательно подтоплены и очень сырые. Выходить из лодки приходится очень аккуратно, чтобы не поскользнуться и не угодить в ледяную воду. 17 километров прошел. Несмотря на ярко светящее солнце, находиться на берегу становится все холоднее. Сказывается приближение вечера. Днем температура воздуха не поднималась выше 10 градусов, а сейчас она все больше стремится к нулю. И уже находясь на воде и попадая в тень от облака или леса, начинаешь ощущать понижение температуры на себе. Пожалуй, лишь постоянная гребля не дает мне замерзнуть окончательно. Речка Варлашевка здесь впадает в Сылву. Я вот думаю, здесь остановиться где-нибудь на ночлег или дальше пройти. В принципе, я хотел за сегодняшний день пройти 20 километров. Я это расстояние уже практически прошел. Там метров 500, может быть, осталось. Здесь подходит дорога с Вагулки, прям к воде практически. Возможно, какие-то стоянки есть. Выход только неудобный. Время сейчас 20 минут 6. Я вот думаю, может быть, еще все-таки пройти чуть-чуть. Может быть, километров пяток, 5-6 до Вагульского моста, который как раз идет тоже. Через него дорога на Вагулку. Просто там возле моста тоже могут быть какие-нибудь стоянки. Наверное, еще пройду. Время позволяет, темнеет сейчас поздно. Где-то около 10 часов уже темнеет. Так что еще время у меня есть. Здесь, наверное, самый высокий берег из всех, что пока что встречались. Прям вверх так уходит круто. Бобер возле берега плавает. Вон он, вон. Или выдра. Пройдя немногим более 5 километров, увидел дорогу, спускающуюся к реке по правому берегу. Решил выйти здесь, поискать стоянку, а заодно и осмотреть мост. Так, я от реки отошел по этой дороге, которая к ней подходит. И подошел к дороге, которая идет на Вагулку. Она вот в той стороне. Сейчас думаю, добегу, наверное, до моста. Посмотрю, какая там обстановка. Так, что-то здесь много следов, часто ездят. Так, какую-то стоянку вижу, но здесь очень сыро. Такая вот стоянка. Здесь прям лужа совсем вплотную подходит. Немножко грязная. Там вон лодку видно мою, совсем немножко. Здесь выход не очень удобный будет. Еще вот на той стороне поляны есть.
Вагульский или Рясинский мост интересовал меня по той простой причине, что своими опорами он мог собрать завал. Так оно и вышло. Правда, возле правого берега оставалась полоса, свободной от деревьев воды, но проходить здесь придется под ветвями кустарников. Осмотрев мост со всех сторон, решил для себя, что завтра буду его обносить. На реке я один, так что лишний риск мне не нужен. Пройдя на обратном пути еще раз по берегу, нашел хорошую стоянку и начал переносить на нее свои вещи. Сначала рюкзак и часть водного снаряжения, а затем и лодку. На мой взгляд, это место просто идеально для ночлега. В 2 шагах течет река, для удобства сделан столик со скамейкой, закатное солнце освещает все так, что даже на душе становится тепло. Хотя здесь тоже немного сыровато, ровное сухое место для палатки все же нашлось, и, поставив ее, я начинаю потихоньку располагаться. Сейчас, глядя вокруг, даже не верю, что несколько часов назад погода была совершенно другой. Уже стоя у плотины в селе Сылва, я был готов к тому, что весь сплав будет дождливый и холодный. Но сейчас, когда туч и след простыл, а весь лес залит солнечным светом, я понял, что и сплав будет таким же солнечным, но и таким же холодным. Готовлю свой теплый спальный мешок к ночи, взбивая его, чтобы утеплитель набрал воздух. Ну а когда готово жилье, можно приступать и к приготовлению ужина. Сегодня у меня на ужин будет борщ из сушеных овощей и сушеного мяса. Дома я все это упаковал в отдельные пакетики по приемам пищи. Подписал их. Вот, например, У1. Это ужин первый. Здесь стандартный рецепт. Картошка сушеная, сушеное куриное филе, лук, морковь, капуста, свекла, болгарский перец и помидор. Сейчас схожу до реки за водой. Сушеные овощи в походах и на сплавах мы используем уже не первый год. Каждый турист знает, как важно снизить вес рюкзака и продлить срок хранения продуктов. Нести на себе тушенку в банках на несколько дней достаточно тяжело, а сушеное мясо места занимает мало и весит в несколько раз меньше. Если помимо тушенки брать еще и свежие овощи, то рюкзак существенно прибавит в весе, поэтому мы предпочитаем брать в поход сушеные продукты, которые сушим сами. Свежим овощам по вкусовым качествам они практически не уступают, а для более яркого вкуса добавляем в супы готовый бульон в порошке. Он содержит тот самый глутамат натрия, которым нас пугали долгие годы. Но все эти страшилки уже давно опровергнуты, а сделать в походе и так вкусную еду еще вкуснее всегда приятно. Через 15 минут после закипания мой борщ готов. Поддержать организм в это холодное время мне помогут свежий лук и зубчик чеснока. Вместе с бородинским хлебом и каплей майонеза борщ просто шикарное блюдо для ужина на природе. День подошел к своему завершению. Длинные тени все больше и больше поглощают берега реки. Кое-где сквозь ветви деревьев пробиваются скудные лучи заходящего солнца. Холод гонит меня с улицы прочь. Я не в силах с ним спорить, собираю вещи и спешу в палатку, чтобы поскорее закутаться в теплый спальный мешок. Под вечер достаточно холодно стало. Я после ужина сразу в палатку пошел. Так вот расположился. Сейчас немного почитаю, наверное, и буду спать. Ночью ударил легкий мороз. По ощущениям около минус 5 градусов. 2 надетые на меня толстовки не справлялись с обогревом. Пришлось надеть еще и куртку с шапкой.
Утром еле заставил себя выйти из палатки и, наскоро позавтракав, начал обносить мост. Обнос оказался весьма простым, на воду встаю чуть ниже моста. Время без 20:10. Я встал на воду. Немного припозднился. Хотел встать вообще в 9 на воду. Но пока то да сё, пока собрался, еще холодно, утром было, грелся немного. И вот сейчас отсюда до Козьяльского моста примерно 25 километров. Там я тоже, наверное, буду делать обнос. И еще 25, то есть 50 отсюда примерно до поселка Коптелы. Вблизи него я хочу остановиться на ночлег. Вот посмотрим, насколько близко я к нему подойду. Ранняя весна на Среднем Урале в этом году сильно затянулась. Еще в первые дни апреля стало тепло и началось активное таяние снега. Многие боялись, что к майским праздникам весь снег растает и быстрой большой воды в реках не будет. Под конец апреля температура воздуха пару дней была и вовсе летней, около 30 градусов. Но потом вновь пришли холода с ночными заморозками. В лесах, а особенно в горах, осталось много снега. Таять он не спешил и продолжал питать реки. Высокий уровень воды продержался в них около месяца. Вот и сейчас на Сылве, несмотря на то, что уже середина мая, продолжается половодье. Но ночной мороз меня немного расстроил, и я начал подумывать о том, что, возможно, придется маршрут сильно сократить, например, до ближайшей деревни. Вышел немного размяться. Шел чуть больше часа, примерно где-то час 16. Вот, немного устал. Сегодня как будто медленнее идется. Вроде бы так же, как вчера по времени и расстоянию. Окажется, будто медленнее. Не знаю, почему так. Целое дерево с корнями прям посреди реки лежит. Как оно сюда попало, даже не пойму. Может, его течением принесло весенним большим. Но такое вот. Тут не так глубоко, мне кажется. Ну и дела. Природа все же постепенно пробуждается. На реке очень много водных и околоводных птиц. Пока я плыву, отовсюду взлетают утки и кулики, которых пугает мое присутствие. По вечерам в лесу мне поют на разный лад десятки птичьих голосов. Что-то я притомился немного. Грибу и грибу. И так течение не быстрое. Еще ветер налетит, как еще сильнее приходится грести. Надо скоро на обед, наверное, останавливаться. Место какое-нибудь хорошее найти, да подходящее. Здесь слева в Сылву впадает река Дикая Утка. После впадения Дикой Утки решил глянуть карту. Увидел, что скоро, через 2-3 километра, будет урочище Прохорово жилище. Такое у него интересное название. И к этому урочищу подходит какая-то дорога грунтовая. У меня есть предположение, что там может быть какая-нибудь более-менее нормально оборудованная стоянка, как до этого была у меня вечером вчера и утром сегодня. Со столом, чтобы можно было нормально поесть, хотя бы не на траве раскладываться. А то я все-таки боюсь клещей. Вчера одного только видел, но не факт, что он был один. Поэтому хотелось бы нормально разложиться на столе и поесть с комфортом. Вот, собственно, Прохорово жилище. Но никаких признаков стоянки или беседки я здесь не обнаружил. До следующего моста, где предположительно будет завал из деревьев и, соответственно, придется делать обнос, остается около 5 километров. Вполне возможно, что удобное место будет около этого моста. Решаю немного повременить с обедом и дойти до него. Все-таки там проходит лесная дорога и должны часто бывать рыбаки. Они уж что-нибудь себе, скорее всего, соорудили.
Перед мостом прохожу долгий прямой участок со слабым течением. Подошел наконец к Козьяльскому мосту. Здесь, конечно, завал грандиознейший. Он стационарный, уже несколько лет здесь вот находится. Остановившись на левом берегу, я начал обносить это довольно серьезное препятствие. Дорога, проходящая через мост, ведет в сторону поселка Козьял. Как я и предполагал, здесь стоит несколько автомобилей и мотоцикл. Это приехали рыбаки, которых я встречу на реке уже после обеда. За мостом на правом берегу я приметил подобие стола, сооруженное из бревен. Одному человеку расположиться на нем можно вполне комфортно. Друзья, вы уже, наверное, заметили, что в этом походе я пользуюсь новой для себя системой приготовления пищи от производителя Fire Maple. Модель, которую я приобрел, называется FMS X2. Рассчитана она на 1-2 человек, и это, на мой взгляд, очень удобно в походных условиях. Комплект этой системы состоит из нескольких дополняющих друг друга приспособлений. Поскольку вся конструкция в сборе стоит на газовом баллоне, для ее устойчивости предусмотрена пластиковая тренога. Основной элемент этой системы – газовая горелка с пьезоподжигом, не требующим спичек и зажигалок. Третий немаловажный элемент – специальная подставка, на которую можно установить любой котелок или сковороду, что существенно расширяет функционал самой горелки. Для удобства и экономии места в рюкзаке весь набор, а также 230-граммовый газовый баллон помещаются в котелок, закрывающийся при помощи специального фиксатора. Складная ручка также фиксируется и складывается легким нажатием кнопки. Котелок устанавливается на горелку при помощи пазов, которые не позволят ему упасть. Пластиковая крышка и неопреновый чехол прекрасно сохраняют тепло во время приготовления еды, а радиатор на дне котелка позволяет вскипятить литр воды, это его объем, в считанные минуты. Заказывал систему приготовления пищи я на сайте AliExpress, ссылку на нее оставлю в описании к видео. На обед устроился в 2 часа дня. Из-за поиска стоянки немного припозднился, но ничего страшного. Сегодня варю суп с фасолью. Воду для приготовления супа взял из Сылвы. Она достаточно чистая, но все же сейчас быстрое течение поднимает со дна песок. Чтобы он не попал в еду, набираю воду во второй котелок и жду пару минут, пока она отстоится. На обед и на отдых потратил около часа. На воду встал в 3 часа дня. Над рекой гуляет быстрый, да к тому же встречный ветер. Приходится сильнее налегать на весла, но все равно скорость движения заметно упала. Ко всему прочему, после моста и течение стало слабее. Если до этого Сылва часто петляла, а на поворотах течение ускорялось, то сейчас стали попадаться более прямые участки реки, которые, пожалуй, смело можно назвать плесами. Лишь через 4 километра и примерно 1 час хода по правому берегу поднялась сильно разрушенная низкая скала, поросшая лесом. Русло немного сузилось, а вода быстрым потоком побежала вдоль нее, огибая большую излучину. Весло решил не бросать, лучше воспользоваться моментом и ускориться вместе с рекой, а уже после поворота можно и немного передохнуть. Отдыхаю прямо на воде. То грести постоянно тяжело, а на берег выходить это тоже время. А я хочу сегодня пройти не менее 40 километров. Осталось мне примерно 9-10, чтобы это сделать. Время уже 4 часа вечера. До 6 должен пройти 40, а там буду смотреть по обстоятельствам. Может быть, еще пятерочку, может 2, 3, 5 километров, как пойдет. Но минимум хочу сделать 40.
Следующий поворот реки вновь порадовал и красивым обрывистым берегом, и скоростью течения. Чаще стали встречаться именно такие разрушенные осыпающиеся скалы, покрытые мхами и засыпанные сухой травой и валежником. Если пройтись по такому берегу и перевернуть несколько слагающих его плоских камней, на них можно найти отпечатки древних растений. После обеда прошло 2 часа. Я все это время был на воде, не выходил. Сейчас вот первый раз вышел. Прошел всего 10 километров. Увидел просто здесь стоянку такую. Навес, стол, кострище. Вон там даже дорога какая-то подходит сюда. Там вдалеке лодка под деревьями припрятана. Вот что-нибудь мне такое на ночь бы. 5 часов вечера. Обычно к этому времени мы стараемся найти какое-нибудь место для ночлега, но в этот раз я наметил себе 2 возможных варианта завершения маршрута. Первый – это ускориться, проходить за день большие расстояния, примерно 45-50 километров, и завершить сплав в поселке Шамары на 5-й день. Второй – дойти до поселка Коптелы. В таком случае пройду не 187 километров, а всего 76. Причиной такого решения, конечно же, стал холод, особенно по ночам. Если днем он еще как-то терпим, то ночной мороз переносится гораздо тяжелее. В этом случае окончательное решение мне нужно будет принять завтра, а для первого шага хочу пройти сегодня по максимуму. За несколько километров до поселка Коптелы на левом берегу встретилась изба. Рядом с ней стояла моторная лодка, возле избы люди готовили еду на костре. За 5 километров до Коптел, так и не встретив ни одной стоянки, решил остановиться на открытом берегу. Подумал, что если ночью снова будет мороз, то хотя бы утреннее солнце немного прогреет палатку перед моим пробуждением. К 7 часам вечера, изрядно постаравшись, прошел 45 километров. Рядом течет и впадает в Сылву пара ручьев с прозрачной чистой водой. Левый берег местами крутой, здесь к воде подходит один из склонов невысокой горы Челпашек. К вечеру, когда солнце уже спряталось за горизонт, а леса погрузились в сумерки, вновь сильно похолодало, и я поспешил греться в палатку. Я тут немного уже расположился в палатке. Здесь у меня все съестное. Здесь рыльно-мыльное, аккумуляторы, квадрокоптер. Здесь рюкзак и прочая лабуда. Спим мы на обычных ковриках, пенках. Здесь вот у меня спальник. Сейчас я его хочу достать, немножко взбить, чтобы распушить утеплитель, чтобы он набрал воздуха и грел, а то он весь день утрамбованный. Все, пусть лежит, отдыхает. Я сейчас, наверное, чуть-чуть тоже отдохну и займусь приготовлением ужина. Сегодня ем рассольник на ужин со свежим луком, опять с чесноком. Просто ум отъешь. Друзья, если вам понравился фильм и вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, ставьте «Мне нравится». Сейчас в условиях замедления YouTube лайки и комментарии помогают продвигать видео. Подписывайтесь на группу канала ВКонтакте, в ней я также публикую новые видео, и на наш канал в Telegram, там тоже много интересного. До скорых встреч!